Что мы имеем? У нас есть покрышка Schwalbe Marathon L-Motion 28 на 2,15. Это покрышка бескамерная. Она была пробита вот этим гвоздем. Пробита насквозь. Гвоздь вошел вот здесь, а вышел вот в этом месте. Вот так вот это выглядело. Если кто не видел первую часть видео, вот здесь сейчас выскочит в правом верхнем углу подсказка. Там будет видео, как она была пробита этим гвоздем, как этот гвоздь вынимали и что было дальше. Вот в этом месте видно, что мокрое пятно. И вот прямо здесь немножко зеленого герметика. В принципе, весь прокол загерметизировался. Вот так это выглядит. Здесь посередине есть прокол, и воздух не выходит. Отверстие забито герметиком. Но влага выступает. Было бы хорошо, если бы здесь тоже было сухо. Но это небольшая проблема. Все держит, все работает. А вот с боковым уже более неприятно. Здесь стенки толстые, при любом давлении никуда герметик не денется. Я качаю 2 атмосферы, и все прекрасно держится. Толщина покрышки позволяет безопасно катать. Здесь вроде бы тоже загерметизировалось. Я вчера проехал 80 километров, давление так и держалось 2 атмосферы. Но влага из герметика проступает, вся боковинка мокрая, и мокрая постоянно. В процессе езды здесь была зеленая точка. Это герметик немножко лезет, но его почти незаметно, как он вылазит. В принципе, катать можно. Теоретически ничего с этим не случится. Но учитывая, что боковая стенка покрышки все-таки тоньше, чем центральная дорожка, то я решил изнутри вот это место прокола заклеить самоклейкой латкой. Есть вот такие вот самоклейки. Я думаю, многие знают, как они выглядят внутри. Они предназначены не для покрышек, а для камер. Но это не страшно. Она не толстая, она в принципе тонкая, эта латочка. Но, учитывая, что прокол очень маленький, давление я качаю небольшое, больше 2 атмосфер здесь не будет, поэтому ничего не случится, эта резина будет держать очень хорошо и никуда она не вылезет. Я уже клеил ее на других покрышках, на боковые стенки, все нормально, 2 атмосферы держит. Сейчас я буду клеить ее изнутри, и вместе мы посмотрим, как эта процедура делается. Вообще это все делается очень просто, никаких сложностей возникать не должно. С чего мы начинаем? Сразу, конечно, сбрасываем давление. Даже пустая покрышка, но она все равно очень тугая. Нам не нужно ее снимать всю, нам нужно снять только эту сторону. Для этого мы ее сбрасываем с борта. Сидит она очень хорошо. Ну, просто хорошо сидит. Сброс пошел. Так, ну дальше она прыгнула по всей поверхности. Внизу тоже она со своего места спрыгнула. Дальше мы берем лопатку. И наша задача вытянуть один борт. Так, есть. Одна часть снята. Дальше, что нам нужно? Прокол находится вот в этом месте. Хорошо, когда его видно. Оно все мокрое. Здесь это место нужно просто внутри очистить от герметика. Оно должно быть сухое. Мы берем тряпку и убираем отсюда герметик. Это место должно быть сухим, иначе просто не приклеится.
А заодно я, наверное, приклею латку и на верхний прокол. Если я уже сделал вскрытие, если я уже сюда забрался, то нету смысла оставлять этот прокол открытым. Герметик это хорошо, но заклеить латочкой это будет лучше. Конечно, такую процедуру в полевых условиях делать немножко сложнее. Нужны свободные тряпки, нужно время, чтобы стенки от герметика, от влаги просохли. С другой стороны, на солнце, если покрышка стоит, то высохнет нормально. В домашних условиях высыхать будет дольше. Так что как плюсы, так и минусы. Но в домашних условиях можно просушить спиртиком. Спирт сушит воду. Следующий этап – это протирание спиртом. Одновременно мы обезжирим и подсушим воду. Дальше, конечно же, стандартная процедура – это наждачка. Зачистить место, куда будет приклеена латка, это обязательно. Есть, конечно, недостаток того, что не видно, но можно работать на ощупь. Стенки очень толстые. С такими стенками работать намного легче, чем с обычным Light Skin. Там чуть-чуть перестарался и все, уже вылезли нитки. Ну и вторую точно так же нужно почистить. Мы берем вот эту латку, отделяем ее от бумаги и этой стороной клеим на место прокола. Нужно аккуратно, чтобы не промазать. Так, я, смотри, прилепил. А теперь нужно это место обжать. Снимаем следующую. Прокол в этом месте. Значит, я должен тут наугад попасть именно на него. Также нужно очень-очень хорошо его обжать. И все. Ну и теперь следующий этап. Это надеть покрышку. Для того, чтобы покрышка села лучше и быстрее, здесь боковые стенки нужно хорошо смочить. То, что там есть мокрый герметик, это одно, но лучше мыльную жидкость. Она очень скользкая. И тогда усаживание покрышки происходит намного легче. И сейчас мы начинаем качать. Села полностью. Теперь нужно проверить здесь, хорошо ли села в этом месте. Теперь мы берем то место, где был прокол, и мы его проверяем вот таким способом. Пены нету, а значит, нигде воздух не проходит. Если видео оказалось полезным, ставим лайк, подписываемся на канал. А я поехал тестировать.